Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий, и вы на канале Дмитриев Сад. Уже начался дачный сезон, можно сказать, и люди активно закупаются семенами, уже выписывают саженцы на весну, покупают луковичные. И сегодня вы узнаете, как сохранить лук-севок и семейный лук, чтобы затем этот лук не пошел в стрелку и вы получили отличный урожай. Итак, начнем с лука-севка. Зачастую лук репчатый у нас выращивают именно из лука-севка. Покупают в магазине вот такой мелкий лук-севок и весной высаживают на огород, а затем собирают уже крупные луковицы. И очень часто огородники жалуются, что посадили лук-севок, а он весь пошел в стрелку. И в итоге не получилось вырастить хороший урожай. Такие луковицы со стрелкой затем плохо хранятся и вырастают некрупными. Как же сделать так, чтобы вот этот лук-севок в стрелку никакую не уходил? Нужно сделать правильное хранение. Итак, если вы купили лук-севок в магазине, зачастую он расфасован, в пластиковые пакетики. Он там не продувается, не проветривается и собирается влага. И если вот этот лук-севок в пакетике оставить, он может от влаги сгнить, либо попрорастать. Поэтому в обязательном порядке купили лук, вот этот в пакете, принесли домой и высыпаем его на газетку. Начинаем сортировать. Отбрасываем подсохшие, травмированные луковички, слишком мелкие какие-то, проросшие. Все это отбраковываем и выбрасываем. Остальной хороший лук-севочек оставляем на газетке и помещаем где-то около батареи, чтобы он просох. Достаточно, чтобы он полежал под батареей примерно сутки, чтобы просох хорошенько. Затем берем какой-то мешочек из ткани, лучше ХБшку, и насыпаем вот эти луковички в этот мешочек. И ставим на хранение в холодильник, на нижнюю полку. В холодильнике всегда положительная температура +3, +4. И в таких условиях лук-севок в этом пакетике, тканевом, очень хорошо лежит. Пакетик этот пропускает мешочек воздух, и там не происходит никакого подпревания. И вот таким образом лук-севок в холодильнике хранится до самой весны. Затем весной, примерно за месяц до посадки лука-севка, его нужно достать из холодильника и поставить в домашних условиях при комнатной температуре. За это время луковички прогреются, и затем они не будут уходить ни в какую стрелку. Также очень важно выбирать температуру почвы для посадки. Лук ни в коем случае нельзя высаживать в слишком холодную почву. Температура для посадки лука-севка весной, температура почвы +10, +12 градусов. Если высадить в более холодную почву, лук-севок может пойти в стрелу. Что касается хранения семейного лука на семена, вот посмотрите, как красивые луковички у меня на семена, это семейный лук. Лук семейный в холодильнике, как севок, ни в коем случае хранить нельзя. Лук-севок должен храниться при комнатной температуре постоянно. Если поместить в холодильник, вот его похоронить в холодильнике, весь уйдет в стрелу. Поэтому храним только при комнатной температуре. И почва для посадки, температура почвы для посадки вот этого лука должна быть еще более высокой, чем для севка. Примерно +15 градусов тепла. В этом случае семейный лук не застрелкуется. И еще один такой лайфхак для хранения вот этого лука-севка в холодильнике. Я знаю, что у многих в холодильниках очень высокая влажность. И иногда вот эти даже пакетики из ткани, они промокают, и все-таки лук-севок набирает много влаги и затем начинает прорастать даже в холодильнике. Вот что делать в этом случае, чтобы избежать такой проблемы? Берем, опять же, вот этот пакетик из ткани, не пластиковый, засыпаем туда наш лук-севок. И есть вот такая чудесная сенная палочка от Profit. Именно в сухом виде нам надо. Вот на циолите, посмотрите. Вот здесь циолит. Берем несколько горстей, прям можем даже целую банку вот этого циолита, сенной палочкой высыпать вот этот пакетик. Циолит, он очень хорошо впитывает влагу лишнюю. То есть не будет севок набирать влагу, а будет набирать влагу вот этот циолит, впитывать всю влагу и не будет давать вот этим луковичкам загнивать, либо прорастать. Кроме того, сенная палочка, хотя и холодные условия, все равно где-то из циолита вот эти споры попадут на луковички, и мы дополнительно еще сделаем такое
как бы легкое обеззараживание, и в последующем вот эта сенная палочка будет очень помогать в росте нашего лукосевка. При посадке быстрее начнут отрастать корешки, быстрее начнет лук расти, и будет больше защиты от различных заболеваний, в том числе и от фузариоза. Поэтому очень такой хороший, действенный способ. Значит, затем, когда вы севок достанете, вот это все выбрасывать не нужно. Вот этот циолит, его можно опять же использовать по назначению, разводить с водой и делать какие-то, значит, обработки для вашего огорода. Поэтому опять же экономия. С одной стороны и сенную палочку заселяем, и повторно можем использовать, выбрасывать не нужно. И еще был вопрос про луковичные культуры. Зрители писали, что приобрели в осенний период много луковиц тюльпанов, нарциссов, крокусов и не успели все это высадить до наступления холодов. Можно ли весной все это сделать и как хранить? Опять же, вот эти луковичные культуры можно хранить так же, как и лук-севок, в холодильнике. Опять же, чтобы не было вот никакой плесени, сырости, можете вот этот циолит засыпать. Будут отлично храниться. А затем весной вот эти луковичные культуры нужно в самые ранние сроки высадить на постоянное место. Как только оттаяла почва, чуть-чуть просохла, чтобы можно было лопату вогнать в эту грядку, сразу же приступайте к посадке. И они порадуют вас цветением. Не страшно, если вы посадите их весной. И, кстати, вот сейчас зимой в магазинах очень много скидок, луковичные культуры на скидках хороших, поэтому можно покупать, хранить в холодильнике и затем весной приступать к посадке. Не забывайте правильно хранить лук-севок и семейный лук, чтобы затем весной он не ушел в стрелку. На этом все. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!